Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию мультяшного героя черного кролика по имени Бинг. Вяжем ножки. Берем плюшевую пряжу желтого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. В следующем ряду вяжем 7 прибавочек подряд, то есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Далее провязали, можно отметить новый ряд маркером. И в следующем ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали последний столбик вот этой вот последней прибавочки, слегка распустим. На ней мы будем менять цвет пряжи на черный. Берем плюшевую пряжу черного цвета. Довязываем этот столбик. Далее следующий ряд будем вязать за перегородочки между петлями. Я сейчас вам покажу. И будем здесь чередовать цвета черный и белый. Итак, заводим крючок с изнаночной стороны в первую петлю и выводим крючок на лицевую сторону. Далее вторая петля, заводим крючок с лицевой стороны, выводим на изнаночную, и вот на крючке у нас появилась перегородочка между петлями. И вот за эти перегородочки будем вязать столбики без накида. 1. Далее заводим крючок во вторую петлю. Теперь уже с изнаночной стороны выводим на лицевую сторону. И в третью петлю заводим крючок с лицевой, выводим на изнаночную. Вот она у нас еще одна перегородочка. Провязываем второй столбик без накида. Далее заводим в третью петлю крючок с изнаночной, выводим на лицевую. Далее заводим крючок в четвертую петлю, выводим на изнаночную. Вот она у нас получается третья перегородочка, и вяжем третий столбик без накида. Далее заводим в четвертую петлю, выводим на лицевую сторону, захватываем дальше пятую петлю, и вот она, четвертая перегородочка. Провязываем четвертый столбик без накида. Его мы не довязываем до конца, на нем мы будем менять цвет пряжи на белый. Итак, берем плюшевую пряжу белого цвета и будем довязывать. И оставляем такие вот хвостики хорошие, чтобы нам потом было удобно завязывать на узелочки их. Итак, довязываем четвертый черный столбик без накида. Далее 13 столбиков без накида за перегородки будем вязать белым цветом. И последний 13 столбик без накида мы его тоже не довяжем, и на нем мы будем менять цвет на черный.
Провязали 13 столбиков без накида за перегородочки, 13 столбик не довязываем до конца. Далее желтую ниточку отрезаем, оставляем где-то по 5 сантиметров, думаю, достаточно, чтобы эти были хвостики. Далее черную ниточку отрезаем, берем черную ниточку, довязываем, тоже доставляем такой хвостик, довязываем 13 столбик без накида. Далее продолжаем за перегородки вязать уже черной пряжей, провяжем 4 столбика без накида. 2, 3 и 4 столбик без накида. Это вот перегородочка между последней петлей этого ряда и между первой петлей следующего ряда. То есть вот так вот заводим. Вот между желтой и черной петлей перегородочку захватываем и за нее провязываем 4 столбик без накида. Далее отмечаем новый ряд. Когда я вязала первого кролика, этот ряд я вязала полностью белым. И в следующем ряду уже добавляла черный цвет. Но это выглядит не очень красиво, потому что там получается белые столбики, черные столбики, и они каким-то таким зигзагом смотрятся. Как-то немножко, мне кажется, что это грубовато. Поэтому в этой игрушке мы будем с вами вязать, вот как сейчас вот связали. Вот так оно более приятно глазу смотрится. Мягкий переход получается. Итак, далее вяжем, новый ряд у нас отмечен, вяжем 4 столбика без накида, вяжем черной пряжей, 2, 3, 4, четвертый не довязываем до конца, берем белую пряжу, отрезаем, оставляя хвостик, чтобы удобно было завязать. Так, желтую можно уже совсем убрать. Берем белую пряжу, также не забываем оставлять хвостик и довязываем до конца этот столбик без накида. Далее вяжем 13 столбиков без накида, уже вяжем за обе стеночки, как обычно, за обе стеночки петли. Весь этот ряд. Тринадцатый столбик не довязываем до конца, черную ниточку отрезаем, и черной ниточкой довязываем 13 столбик без накида. Далее до конца ряда вяжем 4 столбика без накида черным цветом. Далее отмечаем новый ряд. Вяжем 4 столбика без накида черным цветом. Четвертый столбик не довязываем до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи на белый. Довязали четвертый столбик. Далее вяжем белой пряжей 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем 4 убавочки подряд, то есть вяжем по 2 петли вместе за передние стеночки, и так 4 раза подряд. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая убавочка. Далее вяжем 3 столбика без накида. Третий не довязываем до конца. На ней мы будем менять цвет пряжи на черный.
Довязали и до конца ряда вяжем 4 столбика без накида черным цветом. Отмечаем новый ряд. Вяжем 4 столбика без накида. 4-й не довязываем до конца. Отрезаем белую ниточку. Довязываем этот столбик. Далее вяжем 4 убавки. Одна убавка, вторая, третья, четвертая. Далее вяжем один столбик без накида, но его мы не довязываем до конца. Меняем цвет пряжи на черный. Довязали. Далее вяжем 4 столбика без накида черным цветом. 4-й столбик не довязываем до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи на красный. Берем плюшевую пряжу красного цвета. Довязываем 4-й столбик. Следующий ряд вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 12. И в последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида, то есть делаем прибавочку, и в этом ряду у нас должно получиться 14 петель. Далее вытянем вот так вот петелечку, отметим новый ряд, выворачиваем, давайте отрежем белую ниточку и черную. Красную не отрезаем, красную оставляем, будем продолжать ею наше вязание. Выворачиваем наш тапочек на изнаночку. И теперь у нас вот тут вот эти вот хвостики. Со всех этих хвостиков поснимаем плюш и завяжем между собой их на узелочки. Они все будут парные, кроме вот этого, вот середина, он сам по себе. С него тоже снимаем плюш и завязываем на одной стеночке любой подходящей нам петли на узелочек, чтобы потом, когда мы будем вставлять пластиковый кружочек, чтобы этот хвостик нам не мешал, не делал лишние бугорочки. Итак, снимаем плюш. Завязываем на узелочке. Делаем 3-4 узелочка. И лишнее отрезаем. Вот. И так с каждыми узелочками делаем, завязываем, фиксируем на узелочке, отрезаем, чтобы уже сразу было понятно, что вот эти хвостики свежеотрезанные, значит, они уже завязаны, чтобы вы не запутались. Итак, все узелочки завязаны. Выворачиваем на лицевую сторону наше вязание. Далее берем пластиковый кружочек
и вставляем вовнутрь. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд будем вязать полностью за задние стеночки каждой петли и вяжем так. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем одну прибавочку. Все так же продолжаем вязать за задние стеночки. Провязали одну прибавочку и так повторим до конца ряда. Еще один раз провяжем 6 столбиков без накида плюс 1 прибавочка. Провязали, новый ряд отметили. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вытягиваем слегка петельку, отрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Я же отрезать не буду, так как это у меня уже вторая ножка. По второй ножке мы провяжем не 4 столбика без накида в этом ряду, а 11. Итак, я продолжаю. 5, 6, 7, 11. Вытягиваю слегка петельку. Здесь ниточку мы не отрезаем, будем продолжать вязание. Далее берем моточек, находим второй хвостик в мотке и сделаем обвязку. Это такой, как бы сделаем визуальный эффект как бы широких штанин, которые спадают на обувь. Итак, берем нашу обувь кверх ногами. Далее находим заднюю, то есть переднюю стеночку. Находим тот ряд, там, где мы вязали за заднюю стенку. Все. Находим свободные передние стеночки. Подхватываем. Фиксируем ниточку соединительной петлей. И вяжем 6 столбиков без накида. Вяжем очень-очень слабенько, чтобы здесь вот вязание было не тугое, чтобы как бы передать нам эффект широких штанин. Итак, вяжем 6 столбиков без накида. Сколько я уже тут провязала? Так, 1, 2, 3, 4. 5. 6 и делаем прибавочку. И еще до конца обвязки вяжем до конца этого ряда 6 столбиков без накида плюс 1 прибавочка. Уже последнюю прибавочку мы вяжем туда, где мы соединяли, фиксировали ниточку изначально. Так, делаем последнюю прибавочку. Далее делаем
Соединяем этот ряд соединительной петлей, провязываем 2 воздушные петли. Следующий ряд вяжем столбиками с одним накидом. Делаем накид и вяжем 16 столбиков без накида. Ой, извините, 16 столбиков с одним накидом. И также вяжем слабенько, ниточку рабочую не натягиваем. Провязали, делаем соединительную петлю, одну воздушную петлю и следующий ряд вяжем столбиками без накида. Также вяжем слабенько, вяжем 16 столбиков без накида и закончим ряд соединительной петлей. Итак, делаем соединительную петлю, протягиваем ниточку и отрезаем такой длинный хвостик, чтобы нам хватило протянуть его сквозь петли здесь, вот к этому хвостику, и потом эти 2 хвостика между собой завяжем на узелочки и спрячем вовнутрь вязания. Протягиваем вот здесь вот ниточку, как бы обвивая петельки, но ниточку не натягиваем, чтобы не стянуть вязание. Все. Здесь можно плюш не снимать с хвостиков, завязать на 2-3 узелочка. И прячем на внутреннюю сторону нашего ботиночка. Далее наполним наполнителем. Игрушку уже полностью далее наполняем достаточно плотно, но соблюдаем меру, чтобы игрушка у нас не получилась тяжелой и каменной. Продолжаем наше вязание. Сейчас мы будем делать присоединение ножек. Для начала вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее берем первую ножку, подхватываем вот эту вот петелечку, подтягиваем ее. Далее заводим крючок в следующую петлю. Это получается по первой ножке, это 5-я петля. Завели ее. Вытягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Провязали. И до конца ряда нам еще нужно будет провязать 11 петель. 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 11 столбик без накида. Маркер первой ножки это будет у нас отметка нового ряда, а маркер со второй ножки мы снимаем, он нам не понадобится. И вот здесь вот этот вот розовый маркер я зафиксировала на той петле, которая идет первая после 4 воздушных петель, уже которую мы начинаем вязать по ножке. Я ее просто постоянно теряю, поэтому для удобства я ее фиксирую маркером. Итак, дальше продолжаем наше вязание. Вяжем 4 столбика без накида по ножке. 1, 2, 3, 4. Далее
будем вязать 4 столбика без накида, будем вязать по цепочке. Но для начала мы подхватим под цепочкой рабочую нить. Далее мы захватим рабочую нить, заводя крючок в петлю первую по цепочке. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Делаем мы это для того, чтобы при наполнении наполнителем в месте соединения не образовались дырочки. Далее по цепочке вяжем еще 3 столбика без накида. Так. Последний столбик без накида, который мы вяжем по цепочке, также делаем сначала, подхватываем рабочую нить на цепочке. Далее заводим крючок в то место, откуда у нас поднимается цепочка. Протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли. Провязываем их вместе. Провязали. Далее по ножке вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2 и 16 столбик без накида. Далее по цепочке свяжем так: 1 столбик без накида, потом сделаем 2 прибавочки подряд и провяжем еще 1 столбик без накида. Один столбик без накида. В следующую стеночку провяжем 2 столбика без накида, сделаем прибавочку. В следующую стеночку еще одну прибавочку вяжем. Еще в одну стеночку провяжем столбик без накида. Далее по ножке до конца ряда будем вязать 12 столбиков без накида. Маркер я этот сниму. Один столбик без накида, второй, третий и 12 столбик без накида. Отмечаем новый ряд. Вот этот вот хвостик фиксируем на любой стеночке, любой подходящей петли на узелочек и прячем вовнутрь вязания. Следующие 10 рядов будем вязать с вами без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида. То есть в этом ряду, который мы сейчас провязали, у нас должно получиться 42 петли. Итак, вяжем 10 рядов без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем
5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 плюс 1 убавочка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4 плюс 1 убавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 убавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, петельку немножечко вытянем и наполним наполнителем. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2 плюс 1 убавочка. Так повторим еще 4 раза. И дальше я скажу, как дальше вязать. Итак, провязали 5 раз комбинацию 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Далее вяжем еще одну убавочку. Далее берем ручку, смотрим, прикладываем так, чтобы пальчик смотрел у нас вперед. И провязываем 2 последних столбика без накида, туловище и ручку вместе. 1, 2. Маркер пока снимем, чтобы он нам тут не мешался. И далее уже 3 оставшихся по ручке петли, вот эти вот 3 столбика без накида провяжем в новом ряду. 1, 2. Здесь я провяжу, протяну ниточку вспомогательным крючком. И 3. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Берем вторую ручку, также прикладываем, чтобы пальчик
смотрел у нас вперед. И провязываем вместе с туловищем 5 столбиками без накида. Или 5 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Здесь маркер мы можем вернуть на место. Отмечаем начало нового ряда. Далее вот этот вот последний столбик распустим немножечко. На нем мы будем менять цвет пряжи на черный. Берем плюшевую пряжу черного цвета и довязываем последний столбик без накида. Далее в следующем ряду, в этом ряду у нас должно получиться 18 петель. В следующем ряду мы вяжем 18 прибавочек подряд. То есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили, красную пряжу отрезаем, завязываем на узелочки и прячем вовнутрь вязания. Следующий ряд вяжем без изменения 36 столбиков без накида. Провязали. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. Один, 2, 3, 4, 5 плюс 1 прибавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения 42 столбика без накида. Провязали. В следующем ряду вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее делаем прибавочку. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 48.
Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения 48 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее вяжем одну прибавочку. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 54. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 6 рядов будем вязать с вами без изменения. В каждом ряду по 54 столбика без накида. И кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью заключительную часть видео мастер-класса по вязанию мультяшного героя кролика Бинго. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!